Около 10 лет назад в регионе Туркана в Кении был обнаружен большой, просто огромный водоносный горизонт. Тогда правительство страны заявило, что этот водоносный горизонт может снабжать всю Кению водой в течение 70 лет. Затем еще один водоносный горизонт нашли в Намибии, самой засушливой стране Африки к югу от Сахары. А совсем недавно США объявили об открытии сразу 5 водоносных горизонтов в Нигере, содержащих более 600 миллиардов кубометров воды. Для сравнения, текущая потребность Египта в воде составляет 114 миллиардов кубометров воды в год. Так, оказывается, в Африке все это время находились огромные запасы воды. Но почему же тогда никто ее не использует? Ведь людям Африки, очевидно, нужна вода. Было бы все просто, я бы не делал видео. И да, мне нужен кофе. А пока ненавязчиво напоминаю тем, кто ставит лайки, и не забывайте делать это во время просмотра или в конце видео. Видите странный полумесяц на Земле? На самом деле, это полукруглая земляная дамба, объединенная с вырытой в земле ямой, которую строят кенийцы. Это нехитрое приспособление используется, чтобы собирать воду после дождя, и для местных жителей критически важно, чтобы воды было достаточно. Без нее будет невозможно земледелие, и люди просто лишатся средства к существованию. А теперь вдумайтесь, на что людям приходится идти, чтобы добыть хоть немного воды. Хотя они, по сути, живут прямо над огромными природными резервуарами. Как бы странно и абсурдно это ни звучало, но Африка — континент с огромным запасом воды. Посмотрите на карту. Синие пятна — это водоносные горизонты, которые встречаются на каждом континенте и содержат в себе очень много пресной воды. По подсчетам ученых, около 30% от всего запаса нашей планеты. И Африка на карте не выглядит привычно засушливой. Наоборот, здесь полно воды. Исследователи, составившие эту карту, утверждают, что многие страны, которые в настоящее время считаются дефицитными по запасам воды, обладают настоящим кладом грунтовых вод. Если же использовать язык цифр, то получается, что континент обладает почти 9% мировых запасов пресной воды. И это Африка, засушливая, вечно страдающая от недостатка воды Африка. Но этот образ плохо сочетается с реальностью, в которой Африка вообще-то наделена 63 впечатляющими трансграничными речными бассейнами, которые охватывают 64% континентальной суши. То есть больше половины континента — это речные бассейны. На самом деле очень много. Однако общий объем воды в водоносных горизонтах под землей в 100 раз превышает объем, обнаруженный на поверхности. Во всяком случае, так считают ученые. Они провели множество разных измерений и выяснили, что объем грунтовых вод, содержащихся в африканских водоносных горизонтах, оценивается в 0,66 миллиона кубических километров. Это в 20 раз превышает объем пресной воды, хранящейся в озерах Африки. Самые большие подземные запасы расположены в Северной Африке, то есть в Ливии,
Алжире и Чаде. Объем воды в этих бассейнах. Значит, чтобы было проще визуализировать, скажу так. Если выкачать всю эту воду из-под земли, а потом вылить на поверхность, то она образует 75-метровую толщу на территории этих стран. И хотя до сих пор грунтовые воды были вне поля зрения ученых, а об их использовании особенно не задумывались, новые карты и новые открытия вполне могут это изменить. Чтобы понять, как использовать эти запасы, нужно разобраться, что вообще такое этот водоносный горизонт. Если говорить простым языком, то это пласт пород, в котором и хранятся грунтовые воды. Про них большинство наверняка слышали, но все равно уточню. Это слово, используемое для описания осадков, которые просочились в почву и остались там. Это не подземные реки или озера, это просто, начекло. А поскольку породы, в которых вода скапливается, обычно слишком пористые, вода не может двигаться в них, как река. Она просто есть. И, кстати, большая часть воды, которую мы используем для бытовых, промышленных или сельскохозяйственных целей, как раз является грунтовой. Чтобы получить к ней доступ, бурят скважины и потом постепенно выкачивают воду. Конечно, водоносные слои бывают разных размеров и форм. Все зависит от породы, в которой они расположены. Некоторые могут иметь форму пещеры, удерживать воду больших объемов. Другие имеют толщину от нескольких метров до сотен метров, но с несколькими слоями, как торт. Также водоносные слои могут простираться на многие километры или быть локализованы в определенных областях. Что касается Африки, то там большинство водоносных горизонтов находятся на глубине менее 50 метров под поверхностью Земли. Вообще, в Южной Африке выделяют два огромных водоносных горизонта. Самый большой простирается от Кейптауна до города Гебеха, расположенного в 750 километрах от него. Эта геологическая формация занимает площадь поверхности 37 тысяч квадратных километров и имеет толщину от 900 до 4000 метров. Вторым крупным водоносным горизонтом является водоносный горизонт Кейп-Флетс. В Северной Африке есть свои запасы воды. Например, крупный водоносный горизонт Нубийский песчаник. Он охватывает площадь около 2 миллионов квадратных километров и включает Ливию, Чад, впрочем, его я уже упоминал. Взять хотя бы Нубийский водоносный горизонт. По совместительству он также является крупнейшей в мире системой ископаемых вод. Как нетрудно догадаться по названию, ископаемая вода — это древний водоем, который содержался в каком-то нетронутом пространстве на протяжении тысячелетий. В водоносный горизонт Африки вода просочилась как раз тысячелетия назад, когда климатические условия очень отличались от современных. В пустыне Сахара еще не существовало, а на ее месте был тропический лес. То есть прямо настоящий. На протяжении значительной части палеоцена и эоцена, примерно от 66 до 34 миллионов лет назад, на большей части территории современной Южной и Центральной Сахары царил жаркий, влажный климат. Идеальные условия, чтобы вырастить что-то вроде лесов Амазонии. В общем, с того времени вода и хранится под землей, даже не подозревая, что наверху все немного изменилось. Ну ладно,
С происхождением воды разобрались. А как ее оттуда достать? Вообще существуют различные способы доступа к водоносным горизонтам, включая вырытые вручную колодцы, пробуренные скважины и даже природные источники. Но если бы все было так просто. Многие эксперты сходятся во мнении, что крупномасштабное бурение может оказаться не лучшим способом увеличения запасов воды. Дело в том, что многие водоносные горизонты не заполняются из-за отсутствия дождей. Так что крупномасштабное бурение скважин рискует быстро истощить ресурсы. В Северной Африке 92% населения имеют доступ к безопасной воде, что неплохо, но в странах Африки к югу от Сахары этот показатель остается на пугающе низком уровне — 60%, в результате чего 40% из 783 миллионов человек в этом регионе вообще не имеют доступа к чистой питьевой воде. В этих регионах также самый низкий уровень ежедневного потребления воды домохозяйствами на душу населения в мире. А бывает и такое, что вода доступна только в определенное время. А значит, мало идти. Нужно еще и спешить. От всего этого со временем появляются проблемы со здоровьем. Особенно страдают шея и спина. И все это происходит в то же самое время, когда огромные объемы воды находятся прямо у этих людей под ногами. А в последние годы ситуация с водой стала еще хуже. Процент людей в странах Африки к югу от Сахары, которые пользуются водопроводной водой в своих домах, фактически сократился с 42% до 34%. В основном это последствия небольшого количества осадков в течение длительных периодов. Это привело к высыханию примерно 90% скважин в странах региона и без того страдающих от нехватки воды. И как это часто бывает, недостаток чего-то приводит к появлению недобросовестных продавцов. Появились целые нерегулируемые рынки воды, где торговцы не только продают воду низкого качества, но еще и постоянно завышают цены. А что остается покупателям, когда у них нет других вариантов? Но как бы абсурдно это ни звучало, даже сильные дожди не помогают бороться с нехваткой воды. Экстремальные осадки приводят к наводнениям, а они представляют серьезную угрозу водоснабжению. Тут и повреждение инфраструктуры, и загрязнение водных источников, и испорченные дренажные системы. А некоторые страны, например, Кения, при сильных дождях испытывают повышенный риск оползнеть, плюс во время наводнений повышается уровень моря, и это тоже ведет к загрязнению воды. И вот, когда вы уже окончательно перестаете понимать, почему при наличии воды в Африке люди продолжают страдать от ее недостатка, на помощь приходит наука. Наука показывает нам, что нехватка воды во многих частях Африки не является следствием ее дефицита. Причины в другом. В первую очередь виновата география. Ресурсы распределены максимально неравномерно. 54% запасов континента приходится всего на 6 стран. В это же время на 27 стран, сталкивающихся с острой нехваткой воды, приходится всего 7%. Как-то нечестно, но тут некому предъявить претензии. Вторая причина заключается в процессе извлечения воды из-под земли.
Водоносные горизонты Южной Африки содержат около 235 миллиардов кубических метров воды. Но большую их часть просто невозможно выкачать. Помимо ограничений из-за геологии, существуют серьезные опасения, что без воды почва просто просядет. Например, расстояние между водоносным слоем и местом, где нужна вода, может стать серьезным препятствием. Строительство трубопроводов и инфраструктуры стоит очень дорого, и станет ли кто-то этим заниматься? Даже простое бурение на глубину подземных вод — это уже большие расходы. Перед его началом проводится своего рода рентген поверхности, чтобы подтвердить, есть ли ресурсы подземных вод, которые стоит разрабатывать. Затем следует стоимость буровой установки и зарплаты рабочих, и еще куча всяких расходов поменьше. Ну и качество воды — тоже проблема. Иногда она загрязнена деятельностью человека, иногда вода приобретает характеристики окружающего материала в земле, например, получает слишком высокое содержание железа. Про возможную соленость я уже сказал. А еще, если бурить глубже, чем на 50 метров, ручного насоса просто не хватит, чтобы выкачать воду, нужен автоматический, значит, дополнительные траты. На глубине более 100 метров стоимость бурения скважин значительно возрастает из-за необходимости использования более сложного бурового оборудования. Стоимость может составить около $130 тысяч за одну скважину, хотя проблемы с доступом и инфраструктурой могут привести к увеличению этой суммы. Вот и получается, что из-за отсутствия инвестиций подземные источники воды остаются неиспользованными или даже неисследованными. Нет денег на инфраструктуру, нет специалистов и нет знания о том, что вообще делать с этими огромными водоносными горизонтами. Ну ладно, есть и кое-какие хорошие новости. Предполагается, что к 2036 году в разработку этих водоносных горизонтов ЮАР будет инвестировано $274 миллионов США. Если все получится, они будут давать около половины объема воды в плотине реки Берг, которая обеспечивает почти 20% водоснабжения города Кейптаун. Но ума страны, которая и охватывает северный водоносный горизонт, уже договорились о его справедливом использовании. Там с этим как-то попроще. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, на юге Африки борются с одной из самых страшных засух на памяти нынешнего поколения. Около 70 миллионов человек остались без достаточного количества продовольствия и воды, а там, где раньше были реки, теперь просто бежевый песок. Чтобы добыть хоть сколько-нибудь воды, люди копают дно рек. И это помогает. Вдоль русла реки есть ямы, достаточно большие, чтобы в них поместилось одно ведро. Эту воду люди пьют и в ней же стирают, ей поят скот. Причем, чтобы добыть эту воду, местным жителям приходится тратить еще больше времени и сил ежедневно. Представьте, что вам приходится проходить 3 часа, чтобы получить это ведро мутной воды. Ужас! Водный кризис Кейптауна. Вперед! С 2015 по 2018 год Кейптаун пережил засуху, которая случается раз в 400 лет.
Она поставила город с населением около 460 миллионов человек на грань нулевого дня, точки, когда в Кейптауне закончится вода. В смысле вообще. В это время Кейптаун рисковал полностью пересохнуть. Тогда власти хотели выключить водопроводы. Это сделало бы столицу первым крупным городом в мире, в котором закончилась бы вода, в муниципальном водоснабжении. И это не тот случай, когда первый в мире звучит почетно. Избежать этой участи удалось только чудом. Жители до минимума сократили пользование водой, а потом начались дожди. Самый богатый. Город без воды. В марте этого года жители самого богатого города Африки, Йоханнесбурга, столкнулись с острой нехваткой воды в разгар жары. Пострадал местный бизнес, а даже местные больницы. Медсестры жаловались СМИ, что у них нет возможности даже помыть руки. Правда, этот дефицит воды не был связан с тем, что воды просто не было. Тогда проблемы с водой возникли на фоне других проблем с электроснабжением страны. В ключевую насосную станцию ударила молния, электроэнергия отключилась.